Привет! Любопытный факт. Я родился в 2008 году. И сегодня мы поговорим про кризис этого же года. Это один из самых сильных кризисов в истории, который начался в США, а потом охватил практически весь мир. Хотя точные причины финансового кризиса остаются предметом споров, экономисты называют это наиболее значимые причины. Это ипотечный кризис в США, падение цен на нефть и металлы. Итак, обо всем по порядку. Мировой экономический кризис, который длился с 2009 по 2013 годы, начался с ипотечного кризиса в США. Все началось в конце 2007 года, с коллапса рынка недвижимости. Долгий рост цен на недвижимость в США привел к тому, что ипотечных кредитов стало слишком много. Банки выдавали потребительские кредиты даже клиентам с высоким уровнем риска. Потребители пользовались заемными деньгами для покупки бытовой техники, автомобилей, но главным образом недвижимости. В результате возник жилищный пузырь. Пока цены на жилье продолжали расти, рискованные заемщики могли защитить себя от высоких ипотечных платежей путем рефинансирования, займа под возросшую стоимость жилья или продажи жилья с прибылью и погашения ипотечного кредита. В случае дефолта банки могли вернуть собственность и продать ее дороже, чем сумма первоначального кредита. Субстандартное, то есть рискованное кредитование, было выгодной инвестицией для многих банков, и они активно предлагали такие кредиты клиентам даже с плохой кредитной историей, и зная, что эти люди не смогут позволить себе погасить кредит. В результате доля рискованных ипотечных кредитов увеличилась с 2,5% до 15% с конца 90-х по 2007 год. Росту такого кредитования способствовала широко распространенная политика секьюритизации, когда банки объединяли сотни и тысячи ипотечных кредитов и других форм потребительского долга в транши облигаций и продавали их на рынках капитала. Облигации, обеспеченные в основном ипотечными кредитами, стали называться ипотечными ценными бумагами. Кстати, про акции, облигации и в целом про работу фондового рынка я рассказал вот в этом видео. Длительный период глобальной экономической стабильности и роста, начавшийся в 80-х годах и известный как «Великая умеренность», убедил многих руководителей американских банков, чиновников и экономистов в том, что экономическая нестабильность навсегда осталась в прошлом. Это заставило рынок игнорировать явные признаки надвигающегося кризиса и продолжать рискованное кредитование и секьюритизацию. В результате на рынке недвижимости вырос пузырь. Это означает, что цены и спрос слишком высоки, а их расширение упирается в размеры рынка. В этот момент начинается эффект домино, когда одни проблемы спровоцировали другие. Первое. Рынок перестает расти. Вкладывать деньги в него становится невыгодно. Доходность падает, и инвесторы начинают уходить. Второе. Цены на недвижимость ползут вниз, и те, кто рассчитывали на дальнейший рост рынка, теряют доходы. Третье. Сокращается потребление. Фирмы сокращают производство и увольняют сотрудников. Четвертое. Начинается рецессия, то есть замедление экономики и снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – это снижение ВВП 2 квартала подряд. Рынок жилья со временем насытился, и цены на жилье начали снижаться. После этого ипотечные облигации, основанные на низкокачественных ипотечных кредитах, также стали падать в цене, что привело к убыткам многих банков и пенсионных фондов. A. Пустышки. B. Пустышки. Double B. Тоже 0. Triple B. Тоже 0. И вот что произойдет. Что именно? Это американский рынок. Последствия этого кризиса в виде краха крупных инвестиционных и коммерческих банков угрожали разрушить международную финансовую систему. Таким образом, в 2007 году кризис из ипотечного начал перерастать в финансовый и затрагивать не только США, а весь мир. Начались банкротства крупных банков, а их спасение стало задачей правительств. В мае 2008 года итогом первой волны кризиса стал крах пятого по величине американского инвестиционного банка Bear Stearns. Кризис обострялся, и 15 сентября 2008 года американский инвестиционный банк Lehman Brothers, задолжавший к тому моменту 613 миллиардов долларов, объявил о своем банкротстве. Это банкротство стало крупнейшим за всю историю США. Падение этого банка многие специалисты считают началом глобального финансового кризиса 2008 года. Разорение Lehman Brothers отрицательно повлияло на основные биржевые котировки и негативным образом сказалось на стоимости энергоносителей. Цены на нефть снизились со $147 за баррель до менее $40,
Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за предыдущие 20 лет. Глубину этого кризиса можно было сравнить только с Великой депрессией 1929 года. Это был один из величайших кризисов в истории человечества, поэтому он получил название Великой рецессии. В это же время наблюдается кризис мировых банков. Согласно данным Всемирного банка, во время Великой рецессии падение ВВП развитых стран достигло 3-4%, а рост ВВП развивающихся экономик замедлился с 5,8 до 2,8. Затронул ли кризис 2008 года Казахстан? Да, он ударил по экономике нашей страны, и на это были свои причины. Во-первых, Казахстан на тот период уже был значительно интегрирован в мировую экономику, и глобальные экономические изменения влияли на него напрямую. Во-вторых, Казахстан – это сырьевая страна, и мировое падение цен на нефть также оказывает прямое влияние. В-третьих, спекулятивные настроения на рынке недвижимости привели к высокому росту цен на жилье и его перегреву. Появилась проблема дольщиков, которые не могли получить свое жилье, а строительные компании не могли выполнять свои обязательства. Вот только несколько событий того периода, которые показывают, что переживала наша экономика. Национальный банк Республики Казахстан девальвировал национальную валюту тенге на 25% в связи с тем, что банковская система была на грани банкротства. 9 банков находились на грани разорения. Активы Нацфонда Казахстана уменьшились почти на 20% только за первый квартал 2009 года. После такого масштабного кризиса мировая экономика еще долго приходила в себя. По итогам кризиса стали меняться модели регулирования банков, страховщиков и пенсионных фондов. Организации стали меньше использовать кредиты для финансирования рискованных операций, стало все жестче регулироваться. Приняты меры по защите инвесторов. Мировая экономика, конечно, не может быть ни от чего застрахована. Но самое главное, что мы можем сделать, это помнить об ошибках прошлого и не допускать их повторения. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, скидывайте ролик своим друзьям. Пока!